Здравствуйте. Ну вот, в принципе, разобрал я его. Ничего там особенного сложного нету. Вот это вот нижняя панель. Такая вот алюминиевая, она мощная. Здесь вот эти боковинки крепились вот к панели. Тут два винта, там два винта. Потом сама плата тоже тут отворачивалась без проблем. Вот это вот верхняя, там она снималась, все. И здесь вот только единственное, что вот эта вот плата, она стояла перевернутая в таком положении. Вот здесь вот так вот. И здесь надо было отворачивать 2, 4, 6, 8, 10 вот этих винтов. Причем из них пару винтов были заделаны вот такой вот герметиком. Вот здесь был один где-то болт под герметиком, я его не видел. Развернул, вроде не снимается, потом повнимательнее поглядел. Еще там где-то какой-то тоже болт. Так что будьте внимательны, когда будете снимать. Ну и здесь вот снизу они тоже ставятся, эти ключи. И тут такими скобочками алюминиевыми тоже здесь вот две, здесь две. Прижимаете их прямо к этой панели. Прежде чем снимать, надо тоже еще по два винта здесь отвернуть. Скобочки вытащить, и уже потом вся она такая панель снимется. На вид, в общем-то, я посмотрел, что здесь. Здесь вот стоит один предохранитель. На этот вот как раз от панели идет. Он оказался целый. Потом еще предохранитель здесь стоит вот здесь. Вот он стеклянный. Он тоже оказался целый. И поверху я прошелся, посмотрел, ничего я там особенного не увидел. Все вроде бы нормально, такого, чтобы уж вот где-то тут что-то горит или не горит, или тут пахнет, или черное, ничего не видно. Вот такая она сама по себе плата вся. Ну, вроде сделано качественно все. Все видите, право. Здесь вон тоже герметик, везде он стоит. Вот в таком месте. Там он герметики под этим, под каждым, и он тоже местами тоже. Здесь вот видите, даже на этих стоят. Не знаю зачем. Здесь вот наставили герметиков, намазали. Здесь пролетана лаком вся. И с этой стороны тоже вот перевернул. Но с этой стороны я, конечно, нашел. Вот. Я внимательно, если посмотреть, то сейчас я попробую увеличить. Вот, видите, вот здесь стоят два сопротивления, R2 и R112, которые вот их даже на глаз видно, что они сгорели. Причем они, если посмотреть, видите, здесь шина идет толстая, вот она, видите, какая большая, широкая. И их поставили, похоже, просто в параллель. И почему они сгорели, кто его знает. Я так сейчас все оставлю, сейчас придет товарищ, и мы с товарищем начнем по схеме проверять. Он пусть тоже посмотрит, я ничего ему про сопротивление пока говорить не буду. Пусть он это сам, так сказать, уже тоже обратит внимание. Может быть, он еще что-то увидит, кроме меня. Так что начинаем потихонечку разбираться. Бесконечность. Ну, это вот по первой схеме-то, да? Бесконечность. Мы По сейчас первому листу, да. проверяем. Там должны, они чего у нас там по листу? Бесконечность. Бесконечность. Ща. Стоп. О, по первой страничке.
Значит, Так, вот в этом положении все бесконечность, кроме одного. Еще раз я пройдусь. там еще это лаком покрыто, может быть. Вот это вот. Я проверял, тут контакт как бы не очень хороший. Вот тут вот есть контакт, вот в этих местах. Да, да, Так. не покрыты. Звонится. Не звонится. Не звонится. Звонится. Термин 48. Ну, что другой показал. Звонится. У меня 42 там. Это не имеет значения, это зависит от тока, который дает мультиметр. Примерно будет так. Плюс-минус. Не там. звонится, да. Цифры не играют особо. Не звонится. Звонится. Значит, те диоды прошли. Теперь Это сдвинь вот это же. нормально. Это просто колпачки. Они там внутри тоже помазаны, причем там тоже Ну, что эта правильно. паста стоит. Вот. И они, видать, чтобы более... Так. Не звонится. Ну это что? Это такие ключи, я так... Диоды. Это просто диоды? Просто всё-таки? диоды. Мгм. Не звонится. То есть диоды в порядке. Так, первые прошли. Сейчас вторую, вот теперь берем вторую эту. Вот видишь, здесь показывает на противоположной стороне вот где конденсаторы. Видишь, я их немножко отогнул, Так. они были сюда прижаты. Вот это место я пытаюсь понять, где это. Это не эти Это на той стороне. Ну давай ту сторону сначала проверим. Конденсаторы, вот они. С той стороны, да? Вот тут два и тут два. А, их 4. Их 4 с каждой стороны. Да. Нет, на самих конденсаторах могло бы быть написано. Так, значит, мы проверим их в режиме прозвона, а потом проверим, он меня вроде емкости мерил или нет, или я путаю. У меня предыдущий. Проверим. На пробой на самом деле проверить очень трудно, потому что пробой вот сейчас может не показать, а под напряжением показать. Ну нет, ну они-то ведь здесь написали, проверьте конденсатор. Проверим. Что они подразумевают? Не, проверить конденсатор можно многими путями. Вот он, нашли. Так, а тут все лаком покрыто. Нам надо нож. Значит, эти две я вычистил, а там как подобраться? Тут уже нет. Все достаточно. Давайте будем. Нанофарад 0,2. Это 9 микрофарад. И теперь 9 микрофарад. 9. Что, электролит, что ли? 9 микрофарад, это большая емкость. Так, а тут чего? 2 нанофарады. Оп, подумал. 9 опять. Опять 9 микрофарад. Хорошо. Тогда я тебе вот такой режим переведу. Чего ты мне покажешь? И этот целый. Не пробит. Тогда с той стороны тоже, да? Теперь с той стороны, да. Но дело в том, что нельзя проверять. Как правило, конденсаторы, вообще радиоэлементы в плате, поскольку там схемы, вокруг них много чего всего, их не всегда можно проверить. Точно. Да, то есть их все равно надо выпаивать. Задержку. Все, опять 9 микрофарад. 9 микрофарад. Ну, вот теперь знаем емкости какие. 9. Они Как-то интересно он показывается. Он переключает пределы внутри себя. Потом, поскольку емкость большая, ему надо дать время, чтобы их зарядить. Ага, так. Значит, это все хорошо, все работает. Так, теперь по этой же по второй у нас идет, вот переворачиваем. Видишь, где конденсаторы стоят. Вот эти вот точки, это, я так понимаю, транзисторы. Проверяем. Тоже на пробой. Тоже прозвон. Угу. Так что переворачиваем на ту сторону. Да. Это убираем, пока швидше. Я так понимаю, это, по-моему, транзисторы или тоже диоды транзисторы? Нет, вот это похоже на транзистор. Сейчас я... Потому что у них 3 вывода идет. Это тиристор. Слушай, а вот сгорели. Загорели? Да и все. Больше. То есть просто они сгорели.
Ну, мы сейчас все проверим, конечно. А что тут такое сгорело? Один конденсатор, оба резисторы R2 и R112. Ну, это камера потом Так. показать. Ага. Их тут 8 штук, что ли, или сколько? Раз, два, три. 8. 8. Ты же с той стороны смотрел по 4 на это, на сторону. Там тоже лаком, здесь все залито лаком. С одной стороны, конечно, хорошо, отлично. Так и надо. Добраться-то как-то. Лаком должно быть все залито. Вот. Как будто тот табор, он, если, конечно, надо смотреть, что за транзистор, какая у него. То есть, что мы меряем, не очень понятно. Вот. Ну, этот вот. Погоди, это мы меряем падение, он вольт ведь показывает. Это мы меряем падение напряжения на переходе, а оно должно быть полвольта. То есть он что-то нормально. Сейчас. А у них что нарисовано? У них 64. Угу. Нормальное значение. Ну, 64, да. 64. Я тоже вроде проверял, у меня показалось, вроде бы все они нормально. Так очки надеваешь вверх. Так, 0,64 везде вольт, да? Это по одной стороне. Теперь еще смотри по другой. Все целое. Так, с эти, значит, тоже. По второй. Так, отбрасываем. Поехали дальше. Следующий у нас третий. Третий у нас, что здесь показано? Они просто, видишь, Да, тут они просто повторили это. повторили, Это предыдущая показали. фотография. Так, по третьей, значит, там нечего мерить. Так, четвертый в смысле. Спасибо, нет, это уже другое что-то. Это другой, это вот, по-моему, вот это вот будет. Вот. Видишь, оно у нас как раз рядом сопротивление. Вот давай сначала четвертую замерять. Потому что хоть меряем. Какие-то транзисторы. Транзистор, да? Ну, на вид пойми, что это такое сейчас. Так, и вот тут у него красный щуп слева. Тоже на 24. Я не знаю, как тут должно быть правильно. То есть, если это транзистор, то он, конечно, не должен проводить в обе стороны. Но... Так, а вторая вот эта, да? Вторая вот она, это уже на 5-й странице. Она дается, вот видишь, это вот то, что мы загорели. Вот они. Да, на это вот, них написано, мы сейчас даже узнаем, никуда писать не надо будет. вот эти вот, видишь, это как... Это не эти точки, левее бери. Вот эти и вот эти, вот это. это 24. Ну, вот этот вопрос интересный. Насчет того, сколько у них, сколько у нас. Здесь 0,16, у них 0,16, у нас 0,24. Почему 1,6? 0,16, там впереди точка, можно пойти туда посмотреть на компьютер. Там точка впереди. Вот эта точка ты Да, имеешь? да. Это 0,16. 0,24. Это не принципиальный момент, на мой взгляд. Так, значит, 4-е, 5-е. У тебя получилось 0,24, да? А Ну, тут можно взять вон тот мультиметр и посмотреть, что покажет. Ну-ка, давай. Он должен показать что-то другое, но примерно того же порядка. Только надо включить. Вот она. Все. Пробуй. Что он покажет? 141. В общем, он тоже нашел. Сначала он промерил показатели. Тут вот вы увидите это все, видели вернее. А потом он тоже увидел тоже эти сопротивления, которые сгорели. Сейчас мы сделали запрос китайцам, попросили, чтобы они нам сказали, какая мощность и какие данные, там сколько Ом. Похоже, они, наверное, какие-то умные сопротивления. Тоже, может быть,
как предохранители они тут, ну, не знаю. Вот сейчас они ответят, и я попробую тогда доехать их купить, заменить и посмотреть, как эта вся конструкция заработает. Если она не заработает, то тогда начнем вот там остановились на 6 странице, то дальше уже начнем вот это вот место, ну и 7 тут пойдет, 8 там 9, 10. А может быть заменю и попробую подключить, посмотреть, может быть сразу все заработает. Ну тогда, значит, отделался, так сказать, легкой кровью. Ну все, пока, всего хорошего, до свидания.